О-о-о. Что мы видим? Вертарка, вертарка. Как она, вертарка? Ну, Крентарка? вертарка в крентарку. О, агрегат. Какой он тяжелый, жесть. А как им работать? Сашка наконец-таки сдал свой языковой экзамен на B1. Готовился ли ты вообще или просто смотрел тиктоки? Проблемы могут быть там, в разговорной и письменной части. Не переживайте, не волнуйтесь. Следующий экзамен придется сдавать мне. Вот там можно переживать и волноваться. Саша был когда-то на футболе. Ну и не раз. И не раз, а целых два. И один раз Даже был. Этот клуб должен ценить таких фанатов. Привет, ребят, врываемся к вам с отпускной распаковкой. Спецэффекты заказывали. У нас 2 огромных посылки. Ну это не огромные. Но они большие. Ну, может, не огромные, но большие. большие. Да. После отпускной. Посмотрим, что там интересненько. О, Сашка фанат фирмы К2. У нас все от К2. У нас все от К2. Это плын до мытья сильника. Это машину будем мыть под капотом. Но вообще забавно, что по моим воспоминаниям под капотом было хуже, чем есть на самом деле. Мы сегодня посмотрели, в принципе, не ужасно. Но все равно на по-моему. будущее. Это обезжириватель. Тоже, ну, тут все от этой фирмы. Угу. Вот. А это у нас что? Ну, типа... что-то... Невидимые дворники. Невидимые дворники. Это когда, когда стекало. дождь идет, попшикать на зеркала боковые, чтобы он стекал быстрее дождь. Вот здесь, конечно, тема интересная. Мы хотим повернуть Кое-что. У нас там, короче, царапинки появились, нежеланные. И вот Саша посмотрел, что можно вручную отполировать вот такими, ну, такими помощниками. Пасты. Это губки такие. Смотрите, какие интересные губки. 2. Тоже все от К2. Ну, слушайте, а что так получается, что вот эта фирма, они просто, все делают? Они все делают, да. Весь спектр автодел. Автохимия, автокосметики. И можно все в одном месте заказать. Так, следующий. Вот здесь забавно, потому что тут есть вот так видно. Киндерини. От киндер что-то. Ну, киндерини и балерини. Капучини. Коробка здоровая. Полупустая. Помните, я фанатела от чая, как его там, Дилма. Фанател, все. Прошла любовь, завяли помидоры. Теперь новая моя любовь. Вот именно вот этот чай. Она старая. Ну, так потом я его не любила. На Дилму. Вот именно вот эти 2 вкуса. Я их зимой попробовала. И вот это аромат. Они намного более насыщенные, интересные вкусы. И там в каждом пакетике прям видны кусочки каких-то фруктов. А в Дилмах, порошок. Не, это не сравнимо. Несравнимо. По 2 раза. Поэтому вот купили. И Сашка еще дополнительный... Пиво пили. Сашка дополнительно еще заказал жасмин. Все в пакетиках, потому что мне лень заваривать. Хербата с маракуйей. Что-то мне по наитию кажется, что мне не очень зашел маракуйя когда-то. Ну, неважно, я выпью. И с мандарин. Ну и без чего жить не можем, это без кофе. Ну, Саша свой кофе, он иногда и мой пьет вот этот. Я пью только растворимый кофе и только чтобы был крем. Крем, вот тут написано, крема. Он тогда более такой мягкий. Вельвет такой же. Он вроде не отличается. Ну и, короче, просто с молоком балдеж. И все. Праздничная распаковка. У нас целый... Большой подарок, да. Один из... Почему праздничный? Да потому что у кое-кого летний ДР. Кому-то повезло летом родиться. Повезло. Ну а чё, наоборот, классно. Летом, день рождения, тепленько. Да. Хотя, когда в школе, наверное, был, тебя никто не поздравлял. Да, в школе. Никто не поздравлял, потому что все были на каникулах. О-о-о. Что мы видим? Сашка у нас строитель. Вы посмотрите, что он себе заказал. Видите?
Вы это видите? Короче, вот такая вертарка. Крентарка, вертарка. Как она, вертарка? Ну, Крентарка? вертарка в крентарку. А, вертарка в Да. крентарка. Но она, короче, автоматическая. И какой там фирмы, Сашка? Парксайд. Ну, это Сам фирма, выбирал? которая продается в Лидле в Кауфланде. Угу. И, судя по всему, добротная, базовая фирма, Угу. у которой довольно большой выбор при этом Насадок? приборов, Мгм. ну, как у Жонзен электро. А, это И зарядка, аккумуляторы вот это вот подходят, такая. э, О, везде. о, То нифига есть это, ну, для себе. дома, для сада, для гаража, для ремонта. У нас, конечно, пока ничего нету, Ну, со временем... но со будет временем-то собирать коллекцию. будет. А, подожди, это целый... Я думала, Ну, это я- просто вертарка, Ну, это я прям выбирал. За те же деньги можно было найти целый набор. со всеми причиндалами. А я А, думала, это это просто прикольно. вертарка, а это тут, вот, смотрите, куча, ну, как это, насадок. Вертел этих. А, тут же закрыто. Ой. Ну, открывай. Поглядеть. Ну, это не самое интересное, но раз уж Не, это сверху, очень интересно. А, смотрите, это... сразу уже есть. Как удобно, Может, они не да. супер там качество, но они уже есть. Это Ну-ну. хорошо. Так а какая разница? Вряд ли мы будем дом строить. Ну, для не Ну, профессионального использования. Да. А вот это что такое? Это что такое, Саш? Патрон какой-то. А, это чертить точку Это какую-то какой-то, оставлять. скорее, да. Я вообще не понимаю. Ну, это острое вот на конце. Будем узнавать. Да, короче, фиг знает. Ну, вроде как для такого начального уровня, непрофессионального. Хорошо. Это как бы еще среднего такого, средней производительности, потому что есть у них серия инструментов на 12 вольт. Но это уже такие послабее. Здесь на 20, но это еще не professional линейка. Грифель. Это отметить. Это для Ну. отметок. Не, ну, в принципе, для, там, я не знаю, мебель с Икеи собирать и всякое Ну такое. да. Ну, обычно же для этого все нужно. Там, не знаю, диван, еще что-нибудь собрать. В гараже это хранить вообще класс. Сашка. Ну, явно пригодится. Да не, стопудово. Может, какой-нибудь DIY когда-нибудь Да. зафигачим. Так-то интересно. А эти запасные лезвия есть? Нет. Может, внутри как-то. Ну, внутри. Наверное, вот. Угу. Тоже такая профессиональная штучка. Такая мощная. Слушайте, ну прикольно, очень прикольно. Слушай, ну для меня шок. Я просто думала, это одна вертарка. И мне нравится, что так организовано хорошо. То есть сама вертарка вот тут, я так понимаю. И это все в одном месте, нигде не валяется, да? Ну, как Все бы аккуратно, куча вертел каких-то. конкретно этого шуруповерта уже в самом Лидле как бы и нету, ни на сайте, Мгм. ни в магазинах. Поэтому я искал на Такой других острый. сайтах. На Мгм. Allegro вот я нашел с полным комплектом. Я изначально нашел подешевле, но пока мы Угу. дожидались, Его же забрали. уже не было. Ну, Мгм. за 300 злотых обошлось все. Ну классно, весь набор еще. Там 2 аккумулятора, Ну. зарядка. То есть Так тоже очень хорошая даже- цена. Ну-ка, потяни. Это вот это сдерживать? А, это Ой, я боюсь, что вот по так руке удаст. сдерживать еще. А, то есть с Может, двух и так, сторон? Может, это все сдерживает. Не знаю. Не знаю, должна. Вот это. Я видела, лазерная линейка Это есть. сдерживает. Сашка. Это сдерживает. Угу. Ну, это, наверное, придерживает. Ну, на пофиг. Ладно, давай саму вертарку смотреть. Ну, это, короче, набор классный. Закрывайся. Короче, это бумажки неинтересные. Ага, вот аккумулятор 1, вот аккумулятор 2 и Это третий. зарядка. А, это зарядка. А, вот аккумулятор 1, 2 и сама зарядка. Он какой-то юзанный. А, это пыль. Вот. Пыль, пыльная, давно лежала на складе. Сашка. О, агрегат. Ёптель, какой он тяжелый, жесть. А как им работать? Не нажимать. Ну, это 20-вольтная. Ребята, он такой тяжеленный, капец, очень тяжелый. Ну, какой-то свет был, когда ты нажимал. Ну, да. Но где-то заблокировано. М.
Ну, круто. Я пользовался, наверное, 2 раза в жизни. Угу. Они в разные стороны крутятся? Ну, типа раскручивать? Да. Откручивать или закручивать? Слушайте, ну классная штука, вот эта штука. Надо еще изучать, конечно. Да. Ну, я пользовался вот, и то это, по сути, был 1 раз, просто там в одном месте 2 раза подряд я пользовался. Как-то работал, по сути, на складе, таким грузчиком, непонятно кем. Там у нас было... То есть приезжали клиенты, забирали свои заказы, металлические всякие конструкции, типа стеллажи, крепеж и металлические шкафчики. И вот там вот 2 раза нам приходилось самим ездить, собирать это на месте, в каком-то архиве. Мы стеллажи собирали, и потом еще в магазине. По-моему, тогда первый магазин Белмаркета открывался в Минске. И вы типа там И делали мы ездили, стеллажи? собирали стеллажи. И вот тогда я пользовался единственный раз. Да научимся. Что тут им пользоваться? Он же умный. Пришли в наше любимое грузинское заведение. Тут очень много людей всегда. Хотя сегодня воскресенье. Резервация везде. Мы пришли отмечать Сашин день рождения. Кто кричит? Потому что меню, наверное, не дали. Мы просто сели, а меню нам не дали. И мы такие думаем, пойдем меню все возьмем. Ну, короче, не важно. Будем заказывать вкусняшки и потом вам покажем. Выбрали вот такие лимонады. Вот это натакхари. Вкусный грузинский. Это у нас тархун. Это у нас лимон и лайм, и груша. Вот лимон и лайм мы никогда не пробовали, а все остальные пробовали. Вкусненько. Итак, первое, что нам принесли, это вот такие баклажанчики, рулетики такие вкусные. Здесь, запомните, здесь очень вкусно. Тут всегда полно народу. И мы заказали микс хинкали. Вообще порция хинкали 6 штук, но они такие огромные, что мы заказали микс. Это баранина, а это, может, свинина с чем-то, с чили или что-то такое. Какие-то из них остренькие. Ну вот, сейчас еще должны каждому принести порция шашлыка. Мы когда 1 раз тут были, это было так вкусно. Но тут очень хороший отзыв. Одно из самых вкусных мест, таких мясных. Прям тут готовят. И порции от души здесь. Мы когда 1 раз тогда были, я объелась как колобок. Мы все объелись как колобки и даже не смогли доесть, взяли с собой. Потому что тут порции вкусные, мясо тут вкусное. Ну, тут такой обычный, такое домашнее такое заведение, очень вкусно. Ну и, как вам говорила, мы еще заказали шашлык свиной. Дается с картошкой, с соусом, луком. У каждого. Объедос. Так пахнет капец. Сменили локацию и решили поснимать в другой комнате. Чтобы вы понимали, у нас тут 2 комнаты. Потому что мы всегда снимаем только в зале, и ощущение, что мы там и живем. Ну, там, да, у нас сейчас... Ну, получается, мы же вот уже год почти прошел, прожили. Продлили на год. Да, еще. И у нас сломался телек как раз на годовщину. То есть он был рассчитан вот на год аренды. Просто ни с того ни с сего мы смотрели. Да классно вообще, мы там смотрели. Сашка купил такую приставку классную. Можно было там пиратить и смотреть. Ну, там все можно. Смотреть все, что хочешь. И Рутуб, и Ютуб, и я не знаю. Ну, мы все смотрим, все, что нам надо, как бы сериалы и фильмы. И с Netflix тоже. И он сломался. Но мы еще не написали хозяину, потому что, ну, все как-то не было времени. Ну, там как бы от нас... Ну, да. Либо пусть меняют. Не, ну, нам точно нужен телевизор. Вряд ли его можно отремонтировать. Ну, это нецелесообразно. Ну, это уже он старый, вряд ли. 15-20, больше. Ну, короче, не нам решать, но телек нам бы не помешал. Да. В том числе. Еще одна новость. Сашка наконец-таки сдал свой языковой экзамен на B1. Расскажи, как ты готовился? Готовился ли ты вообще или просто смотрел ТикТоки? Кто-то готовится по ТикТоку? Не, ну я смотрел YouTube. Окей, разница есть. Как бы... Ну, понятно, что я не собирался ходить ни на какие подготовительные курсы, там, и все такое. Ну, зачем?
Ну, в смысле... Я прошел интервью на столый побыт на польском, а это посложнее. Не принижай других, кто ходит. Ты просто сам для себя не хотел, уверен в себе. Все равно поляк. Ну, я много слушаю, смотрю на польском, читаю. Я в такие дебри уже залезал. Я как бы, в польских тематах разбираюсь уже. Ну, в истории-то ты точно. Про историю, про политику, финансы, да. Я все на уровне среднего поляка минимум. Так что он подумал, что на B1 я уж точно сдам. Это очень легкий экзамен, как бы для тех, кто активно живет и пользуется языком. То есть это никаких проблем не должно вызывать. Проблемы могут быть там, в разговорной и письменной части. Поэтому к письменной части я недельку поготовился. Почитал книжку, посмотрел на ютубе объяснения, как все должно выглядеть, потому что там разные формы этих писем, рассказов. Ну, там много характеристик, объявлений, все такое. Там всего 5 частей в экзамене. 4 из них в первый день, разговор может быть во второй, может быть в первый, зависит от пожеланий сдающего. Ну, я сдавал отдельно, как бы, разницы большой нет. Первые части это разумение за слуху, самое простое, наверное, не знаю. Если будет одна ошибка, то это прям максимум. Вторая это написан текст, нужно там ответить на вопросы, либо какую-то общую мысль найти. Ну, тоже, я думаю, там минимум шансов на ошибку. Третья грамматика, там чуть-чуть я уже напрягся, но тоже очень быстро все сделал. Как бы. Возможно, пару ошибок, но достаточно 50% правильных, чтобы пройти проходной балл. Поэтому вообще не сомневаюсь. Письменная, там 2 текста. И дается выбор из 3 заставов, которые выбираешь там первый текст маленький, 30 слов, второй 170 побольше. Я выбрал там объявление о продаже стола, а второй характеристика человека, с которым ты готов на край света. Это, надеюсь, я? Даже про чупсик упомянул там. Очень приятно. Ну, было несложно, я даже едва вместился в лимит слов, потому что там дается 10% плюс-минус можно. И вот там где 170, то есть максимум 187, а у меня, наверное, 185 было, я когда пересчитывал. Но вместился. Ну и разговор там тоже вытягиваешь листик, там 3 задания: писать фотку, второе диалог, точнее второй монолог на заданную тему, и третий диалог с экзаменатором, тоже там какая-то ситуация описывается. Подробно рассказывать, думаю, нет смысла. Не, ну у тебя какая была ситуация? Диалог был какой? Сидят 2 женщины, девушки на диване. Одна грустная, вторая ее утешает. Ну и вторая вот как будто постарше, я так предположил. А это важно именно предполагать, а не говорить, что это 100% так. Я предположил, что младшая там грустная из-за там, не знаю, в школе или в университете что-то у нее плохо идет. А старшая, это мама, либо старшая сестра ее утешает. Ну, там, рассказать, в чем они одеты, описать ситуацию, атмосферу, вот это все. Потом монолог был, какие виды отдыха в моей стране популярны. И третье... Агротуризм рассказал? Да. И третье, диалог. Я, получается, типа опоздал на работу, и экзаменатор, это шеф, который меня пытается поймать на этом, и читать я должен оправдаться. Та ситуация, которой ты в жизни вообще никогда у тебя не было, наверное. Все нормально. Он же столько лет, во-первых, работает на удаленке. Как он может опоздать? С кровати включил компьютер. Не работаю в таких местах, где строго со временем. А вы знаете, где Саша еще работал? Я не знаю, может, вы рассказывали когда-то или нет. Можно это вообще рассказать? Он же на телевизоре работал в Беларуси, на телеке самом. Монтировал на БТ новости. Представляете, ты года 3? Да. Года 3, наверное, работал. Вот так. Ну, такие связи у Сашки. Не мне, наверное, подробно рассказывать о структуре экзамена и все такое. Есть специальное видео от людей, которые готовят, учат, принимают эти экзамены. Там, кому нужно, можно все подробности найти. Куча видео. Я сам так посмотрел несколько из них. Знал, чего ожидать.
знал, что лучше подготовиться к письму, потому что там свои формальности. Ну, в принципе, они мне не понадобились, потому что, может, там уже поменялись правила. Потому что раньше часто, наверное, попадали задания написать письмо, имейл. Ну, по крайней мере, у меня не было даже такого варианта. И, ну, не понадобилось, как все, как должно выглядеть, формат. Вот это всё. Результата ждать там 2-3 месяца. Но мы уверены. Я заранее все делаю. Мы уверены, что Сашка хорошо сдал. А ты сказал, да, что ты на 2 дня разделил? Да. Да. Ну вот и все. Ничего сложного. Не переживайте, не волнуйтесь, следующий экзамен придется сдавать мне. Вот там можно переживать и волноваться. Да, кстати, чтобы оценить свои силы, есть на сайте сертификат. Тест какой-то вроде? Тесты там с некоторых прошлых лет. То есть можно вполне себе, даже можно с таймером засечь, чтобы... Там есть вот этот аудиофайл, можно его послушать, ответить. Есть все, ну, все задания, и даже есть примеры заданий с устной и письменной части. То есть потренироваться можно. Даже без необходимости проходить эти курсы. Плюс могу поделиться то есть, самой книжкой, с которой я готовился. Поделись. К письменной части. Мы не жмоты. Ну, думаю, что кто хоть немножко будет готовиться, тот сдаст. Ну и теперь, так сказать, перейдем к практике, показыванию. Как мы показываем распаковку посылок? Вот оно. А, мы не взяли ножик. Чем открывать? Откроешь? У нас посылки пришли. У нас еще вчера пришло много посылок с Алиэкспресс, но мы не делали распаковку. Там, в принципе, не думаю, что вам будет это интересно. Поэтому не просто не засняли, но там было много всего. Давай, раскрой. Нифига себе! Сашка, короче, у него был день рождения, и он, когда мы были в Турции, он заказал себе на день рождения такой спортивный, какой-то огромнейший. Он не сильно вот это будет тебе большая. Спортивный вот такой костюм от своей любимой команды. Как понимаете, я не знаю, кто это, Дьявол? Да. Своей любимой команды футбольной Манчестер Юнайтед. Саша был когда-то на футболе. Ну и не раз. И не раз, а целых 2. Я один раз даже был. Да, и даже был, как вот этот клуб, который такой... Юнайтед. Аппендикс этот. Ну, аппендикс от нормального клуба. Клуб, организованный фанатами. Ну, мы прям попали, прямо на экскурсию туда попали. Я матч хотел, но еще успею. Вряд ли его закроют. Ну, вряд ли. Мы приехали туда просто посмотреть, поснимать, что там вообще происходит. И мы, короче, там стоим возле входа, и выходит дядечка и говорит на английском, естественно. Оля ничего не поняла. Я поняла только welcome слово. Ну, welcome. Мы люди простые. Welcome. Ну и заходим, и он пошел нам вот это вот все показывать, рассказывать, все на английском, там что-то, вообще полностью прям провел там экскурсию, насколько это вообще возможно, даже показал, где они переодеваются, поле, показал, где они там кушают, не знаю, там обед какой-то, да, у них там завтрак, да, вот. И потом еще нам такие брошюрки раздавал, рассказывал. Ну, мы привезли. Ну, короче, интересно такие воспоминания. Так что вот, у Сашки много классных воспоминаний с этого клуба. Так, ну ладно, давайте дальше. В итоге вот это худи, это уже легенда, потому что в одном из матчей ее как бы прорекламировали. Надел тренер. Угу. На нем она вообще офигенно смотрелась, и все сразу начали искать, скупать. И, не знаю, там буквально, наверное, через пару дней уже нигде было не достать. А как ты достал? Из официальных источников. Но есть китайцы. Спасибо им. Они всегда готовы помочь. Слушай, я даже не ожидала, что тут замок. Так что не так все плохо. Ну, посмотрим. Не, ну по качеству... Это ж как бы не настоящее. Я не оригинальное. Это не оригинал, это вот на китайских сайтах, Сашка, где-то нашел. Это не Алиэкспресс, это на каком-то другом китайском сайте.
Ну, это, ладно, отдельная история. Я искал на Reddit, если что. Да. И плюс, смотрите, тут, ну, нашивка, то есть это как бы не приклеено, а нитками сшито. Вообще прикольно. Я не ожидала, что будет такое качество. И вот размер XL, хотя это, по сути, M обычно, ну, азиатский размер. XL? Да. Капец. Ну, когда... Но оно выглядит огромно. Мне кажется, она тебе будет большой, нет? Ладно, и еще штаны. Ну, штаны и это тоже как бонус. Такая нашивка. Как бы это с чупсиком брать. Но... За черешню сегодня поедем. Адидас, господи, как они все подделывают, я не могу. Не, ну клево. Может, померяешь, чтобы показать, как она тебе? Ну и посмотрите на этого монокрасавчика. Ну это вообще... Может. Не, ну неплохо. Ну, наверное, надо было меньше купить. Ну ладно, мы уже... По длине хорошо, все как бы нормально, только мне кажется, что слишком широкая. Может, надо было L. Ну ладно, как бы зато ну, свободно. L был бы лучше. Ну. Низ тоже возможно. Хотя нормально. Ну, как бы вот такой Сашка себе сделал подарок еще один на день рождения. Ну, классно. Классно. Все, что захотел, то и купил. Ну, нравится человеку. Столько лет он уже... Сколько лет ты болеешь? Много. Ну, много лет. 20-ка. 20 лет человек болеет. Ну, осознанно, наверное, чуть меньше, но около 20. Переживать этим клубом все... Один раз пережил только радости, и все остальное время горе. Вот этот клуб должен ценить таких фанатов. Хорошо, когда клуб выигрывает, куча там у них регалий и всякое такое, и клуб такой, да, все классно, и болельщики вообще зажигают, обожают. А вот когда столько времени они находятся внизу, ну, я не знаю, турнирных этих таблиц, и у них так все плохо, и казалось бы, куда уже хуже, а хуже есть, оказывается, куда. А этот человек все равно, он все равно болеет и надеется, и верит. Вот так вот. Так что, когда они обратно поднимутся на вершину, Саша сказал, скажет, а я знал, а я верил. У меня даже в самые плохие моменты в вашей жизни костюм купил, поддержал, так сказать. Ну и хотя бы не так много. Ну, они постоянно в минусе, ребят. Не советуем.